Всем привет. Сегодня у нас расклад, какую главу своей жизни ты скоро откроешь. Но, прежде чем начать, расскажу вам одну вещь. Ко мне приходит комментарий. У этого автора все расклады говорят о том, что я сама виновата. Но смотрите, давайте я сейчас переобуюсь. То, что тебе мужик понравился абьюзер, и ты не выдержала и, как говорится, отдалась ему, это, конечно, он виноват. Он просто хорошо, как говорится, уговаривает, а ты не виновата. То, что ты сидишь в четырех стенах, не выходишь никуда, не хочешь развиваться, не читаешь умные книжки, и тебе нравится работать шпалоукладчицей за $1 в день, да, за 100 рублей в день. Это все не ты виновата, это жизнь над тобой издевается. То, что ты вышла замуж, и муж у тебя лентяй, это не ты виновата. Это тебя в наручниках в ЗАГС завели. Это они виноваты. Далее, то, что ты инфантильна, то, что ты не хочешь браться за голову, тебе удобно в своем болоте, и то, что вот ты не хочешь ничего делать со своей жизнью, прорабатывать себя, развиваться, самопознаваться, это не ты виновата. Это окружающий мир виноват. Знаете, такие моменты я понимаю, почему расклады на самопознание, на саморазвитие, особенно вчерашние, они, их не смотрят. Я знаю, что вам понравится. Вам понравится, знаете, какой расклад, который будет топовым? Кто расклады снимает меня, я знаю, тарологи очень многие смотрят. Знаете, снимите расклад вот такой вот. Твое счастье, которое придет, и ничего не надо делать. Вот это будет топовый расклад. Но это будет лапша. Знаете, я много раз говорил, я не хочу, чтобы вы меня любили. Я не хочу никому из вас понравиться. Я не хочу стать популярным и так далее. Я просто поддерживаю канал, который вас вытаскивает из говна, извините меня за выражение. Я знаю, что расклады на самопознание, саморазвитие смотрят только те, кто со мной уже в магическом чате, те, кто арканы проживают. Я это все прекрасно понимаю. Вот там проживание арканов и в магическом чате те люди, которые хотят изменить свою жизнь, которые понимают, что кроме них никто их жизнь никак не исправит. Никак. Вот не прилетит этот голубой вертолет с волшебником. Но вам же хочется, как Емеля на печи. Почему такие сказки были популярны, да? Потому что Емеле не надо было ничего делать. Он по щучьему велению, по моему хотению, хлобысь, и у него все есть. Топ-топ. Вот расклады на вот эту тему, типа Емеля, вот это все, это вот какое счастье к тебе придет, какое счастье на пороге, но чтобы оно было на пороге или хотя бы мужик нормальный на пороге, ты же должна этому счастью соответствовать. Или я что-то в этом мире не понимаю? Никто не придет, миллиарды долларов не принесет, пока ты свою, извини меня, попку красивую не поднимешь. Смотром турецких сериалов деньги не придут. Придут только эфемерные отношения, где мужчина твой кланяется тебе и прочее, и прочее, и прочее.
Я еще раз повторяюсь, я буду говорить так, как вам неприятно, потому что я не хочу никому понравиться. Вот не хочу и все. Я буду говорить правду. Во всех бедах в своей жизни виновата ты, и это можно исправить. Проработав, начать двигаться, начать самопознаваться, саморазвиваться никак по-другому. Но нет других вот способов, не будет никогда. Не придет волшебник и твою жизнь не возьмет, за твою жизнь не возьмет ответственность. Никто не возьмет за твою жизнь ответственность. Понимаете? Я, я поклонник Адлера. Это тогда, когда вот ты виновата, но ты можешь исправить. Но топовые, конечно же, расклады. Ничего не нужно делать, а счастье придет. Из холодильника выпрыгнет к тебе $1 000 000, и вот это будет топ. Вот тарологи, кто снимает и кто меня смотрит, я знаю, что вы смотрите, потому что это видно сейчас. Снимите такой расклад. Вот сегодня, завтра, когда у вас время будет, снимите, он будет топовым. Вы получите много подписчиков. Я знаю, как получать много подписчиков, и чтобы все вот было идеально, но я не гонюсь за количеством подписчиков. Я свою миссию выполню, уйду к Ане. Все. Мне вот большего не нужно. Я не хочу ни популярности, ничего. Даже свои колоды, я знаю, что если я вот распечатаю 100 колод, кину их на Озон, дам вам ссылку и скажу, вот, покупайте, я знаю, что я миллионы могу заработать, но я не гонюсь за этим. Я хочу скорее свою миссию выполнить в этой жизни. Все. Одному человеку помогу, которое вот, как сказать, перестанет ждать эфемерного чуда и начнет чудить сама. Я вот рад буду всей душой. Поэтому я свои колоды даю. Нате, зарабатывайте. Никаких на авторские права я не подам. Мне присылали предложения эти, как сказать, те, кто вот занимаются колодами, чтобы я перепродал авторские права за $1 000 000 и чтобы они их там печатали. Я отказываюсь. Я не гонюсь за этим всем. Вы поймите. Единственная моя цель, вот единственная, честно признаюсь, выполнить свою миссию. Говорить не буду какую, но это слишком такое личное, да? И уйти. Вот все. Я ничего другого не хочу. Я не хочу, чтобы там дед, как говорится, был у всех на устах, чтобы его любили. Вот все тарологи хотят, чтобы их имена, их каналы были на устах, чтобы они развивались, потом открыли школу Таро, потом еще что-то. Я не хочу этого. У многих тарологов цель там личные расклады. Я личные не делаю. Пишут, мне в Инстаграм пишут, что давайте личные и так далее. Девочка одна меня нашла там в Телеграме, написала, сделайте мне личный расклад за 20 000 рублей. Я не делаю. Я не гонюсь за этим. Мне вот главное, канал живет. Из там 1000 человек одна возьмется за ум, изменит свою жизнь там с помощью там проживания арканов или с помощью там раскладов на самопознание, и все. Мне вот плюсик будет в карму. Единственное, что я хочу, плюсик себе в карму. Знать, что кто-то мне на этой планете благодарен. Просто вот потому что вот потому. Понимаете? Я не гонюсь за популярностью, мне это нахрен не упало. Главное для меня, еще раз повторюсь, исправиться, вот, как сказать, возьмется одна женщина, которая хрень всякую других тарологов смотрит, типа он придет, жди, 20 лет жди, 30 лет жди, вся твоя жизнь в говне, а ты жди. Вот я не хочу этого.
И она взялась за ум. Кэт встрепенулась, встала там с дивана, вытерла свои слезы и давай наяривать свою жизнь, и там мужиков строить, и там свою жизнь налаживать, деньги зарабатывать. Все. Вот это осознанность. Вот это я называю осознанность, когда ты не смотришь, как он покакал сегодня, да, а когда ты берешь свою жизнь в свои руки. Ответственность, я имею в виду, за свою жизнь. И все. Можешь меня больше не смотреть, можешь отписаться от канала, но живи счастливо, куй свое счастье, а не сиди и плачь ночами, то, что там мужик такой козел, а ты поверила, что он там с женой до сих пор, потому что ради детей или жалко ему и так далее. Конечно же, не вы виноваты. Это родители виноваты, которые кое-как там в 90-х копеечку с копеечкой сводили, а они тебе куклу не купили. Конечно, они виноваты. Не ты инфантильная, это они виноваты. Когда реально вот родители виноваты, я озвучу. Это вот когда не ной, рот закрой и вот это вот все. Или там бьют. Поэтому давайте с вами договоримся. Расклады на самопознание, на саморазвитие. Я знаю, что смотрят только те, кто уже со мной. То есть они в магическом чате, арканы проживают. Я для них и буду снимать. Кто реально благодарен за то, что я делаю. Сегодня какую главу скоро ты откроешь? И не будет волшебной палочки, карт. Нету такой карты в колоде, где волшебная палочка. Туз жезлов — это не волшебная палочка. Чтобы получить туз жезлов, нужно много сил привлечь. Вы что думаете, вот миллиардеры, миллионы, которые зарабатывают, думаете, они, как говорится, просто лежали на кровати и ничего не делали и ждали, когда волшебник придет, и к ним он пришел? Нет. Все пахали. Вот все пахали. Независимо от того, что им там и то было, и это было. Ну, я имею в виду там наследство, да, кому-то осталось. Это да, у некоторых есть это. Но они же пахали, они профукивали вот это наследство. Пахали. Еще как пахали. Возьмите там любого президента любой страны. Что думаете, ему там по наследству досталось? Нет. Любой президент любой страны, он пахал, он учился. Или там возьмите любого богатого человека. Самому досталось? Нет. Вот у меня в городе, я это давно-давно рассказывал, я просто вот восхищаюсь им. У меня в городе был такой человек, он, когда вот эти, помните, в 90-х появились турбо, типи-типи, жвачки, вот эти вот лавыс. Он, знаете, что делал? Он ездил в Москву на поезде, покупал блоки жвачек, там деньги доставал, пахал. Это, как его называется, не дворником, а вот приходил, как вам помочь и так далее, в магазин. Ему там давали мусор выкидывать, полы помыть и так далее. И вот он эти деньги, которые получал, ездил в Москву, иногда даже на попутках ездил, покупал вот эти блоки жвачек, потому что, тяжело было достать блок жвачек, таких там в провинции, да, грубо говоря. Покупал и ходил по ларькам, предлагал, купите, купите хоть за сколько-то. Вот. Знаете, кем он сейчас работает? Самый богатый почти
человек в моем регионе, который занимается нефтью. Что думаете, он в огороде картошку копал, и у него нефть забилась? Нет, нет. Все пахали. Все, кто богатый, все пахали. Кто-то там учился много, тщательно и так далее. Кто-то там пахал, как говорится, ну, реально пахал, да? На работе, на заводе и так далее. Ни один, вот ни один, кого вы там из популярных людей знаете, ни одному просто так все не досталось. Да, где-то по головам, ничего не говорю, но пахал. Никто не лежал в окошко, как говорится, не смотрел и не ждал своего принца на золотом Мерседесе или там из холодильника не ждали миллиардов. Ни один. Понимаете? Поэтому да, это мы виноваты в том, что у нас вот так жизнь, у нас вот так жизнь, у нас вот так жизнь. По отношениям тоже тебе никто наручники не одевал. Тебе никто, кроме тебя, страсть вот эту в первый день знакомства в постель тоже не включал. Ты, еще раз говорю, за сказками и за то, чтобы слышать то, что вы хотите услышать, на другие каналы, не сюда. Здесь для людей, я не люблю слово «осознанный», но здесь для осознанных людей. Канал я имею в виду. Я не хочу вам понравиться. Можете меня нахер посылать. Главное, тот человек из 1000, который возьмется за свою, например, придет там в проживание и пройдет хотя бы старшие арканы. Хотя бы. Но смотрим статистику и видим то, что всем нужен голубой волшебник на золотом вертолете. Давайте начнем наш расклад. Единички. Если вы сейчас слышите дрель и сверление, я с этим ничего не могу поделать, кроме того, что я постараюсь этот звук вырезать из расклада, потому что сверлят очень сильно. Ну, я надеюсь, вы сейчас только меня слышите. И если вы сейчас дрель во всю Ивановскую, как говорится, не слышите, значит, у меня получилось это все вырезать. Я имею в виду заглушить звук на фоне. Итак, в каком периоде ты сейчас находишься? Это для сигнификации, все карты парно читаем. А у тебя сейчас полный хаос. Но знаешь, не в плохом смысле. Просто все вот крутится, вертится, шар голубой. То есть, как белка в колесе ты бегаешь. Ты пытаешься кучей дел жонглировать. Держишь несколько там своих начинаний, я имею в виду проектов, одновременно и постоянно ты боишься что-то уронить. Это время сейчас постоянной, вот как сказать, текучести твоих задач, вот как сказать по-другому. Ну, оно у тебя как на конвейере. У тебя сейчас куча попыток удержать баланс между работой, между личной жизнью и, может быть, какими-то еще другими обязательствами. Ты занята сейчас бессмысленной суетой. Все это тебя отвлекает от главного, от того, что действительно важно. И знаешь, что это? Это вот самое интересное, знаешь, вот это тебе нравится почему-то. То есть, знаешь, по картам этот ритм, как белка в колесе,
тебе дает ощущение контроля. Но это иллюзия. Вот как сказать-то по-кураптоновски нормально? Но тут проблема есть. Ты настолько увлечена вот этой погоней за всем сразу, что ты не замечаешь, как солнышко светит, радости простых вокруг не замечаешь. Ты как будто смотришь на мир сквозь вот этот, через пелену дел. Пропускаешь мимо себя приятные моменты, не наслаждаешься тем, что сейчас имеешь. Тебя окружают возможности, но ты слишком занята, чтобы ими воспользоваться. А это у тебя получается сейчас время поверхностных связей, недосказанности, разочарования от того, что все кажется вот пустым и бессмысленным. Ты чувствуешь неудовлетворенность, хотя, конечно, вполне неплохо все со стороны выглядит. Знаешь, этот период, когда ты сама себе сейчас создаешь кучу проблем, просто не умея расставить приоритеты и остановиться хотя бы на минуту подумать. Знаешь, тебе выдохнуть нужно и понять, что не все так срочно и важно, как тебе кажется. Ты какую главу своей жизни ты скоро откроешь? К переменам готовься, да еще и каким. Этот период, он, знаешь, завершение старого и начало нового. Причем перемены эти радикальные будут. Не просто, как говорится, косметический ремонт. Все, что вот долгое время тяготило тебя, твое сердце, твою душу, от чего избавиться хотелось, это уйдет из твоей жизни. Но легкого пути не будет, это само собой не произойдет. Придется пройти через трудности, через потерю привычного комфорта, возможно, даже через болезненные переживания. Но знаешь, что это нужно, это прям необходимо. Это вот как операция. Сейчас больно, а потом будет легче. И вот тебе придется отказаться от иллюзий, от вот этих убеждений устаревших, представлений о себе, о мире. Придется правде в глазки взглянуть, какой бы горькой она ни была. Это будет непросто. Это глава твоей жизни, это вот период трансформации, перерождения. Ты избавишься от всего лишнего, от всего. Понимаешь, от всего лишнего. От того, что мешает тебе вперед двигаться. Но вот эта трансформация, она без потерь не пройдет. Поэтому будь готова к тому, что придется попрощаться с людьми, с привычками, которые, как сказать, не соответствуют больше твоему новому пути. И это будет больненько, но это необходимо для твоего роста, для твоего развития. И вот самое главное, переменам этим не сопротивляйся. Не цепляйся за прошлое, не цепляйся за людей, которые захотят уйти. Отпусти. Позволь, как говорится, старому умереть, чтобы новое родилось. Какой совет? Перестань витать в облаках и начни этой правде в глаза смотреть. Ты сейчас, в данный момент, очень много фантазируешь. Воздушные замки строишь, реальность игнорируешь. Это время иллюзий, обмана и самообмана. Тебе кажется, что ты видишь все ясно, но на самом деле ты сквозь розовые очки сейчас на мир смотришь. На мир, на людей, которые рядом. И твои страхи и твои сомнения, они подпитываются твоим воображением. То есть ты боишься того, чего нет. И упускаешь из виду реальные возможности. Нужно научиться доверять своей интуиции, но не путать ее с фантазиями. Понимаешь? К внутреннему голосу прислушайся, но проверяй его на соответствие реальности. И знаешь, что самое главное? Обманывать себя перестань. Признайся себе в своих настоящих желаниях и в своих страхах. Самое главное в твоем случае – это честность с самой собой. Потому что ты пытаешься спрятаться от проблем, а нужно их решать прямо вот сейчас. Нужно уйти от вот этих иллюзий и начать действовать.
И, конечно же, я всегда буду рядом. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. В каком периоде жизни ты сейчас находишься? Это сигнификация, первые две карты, остальные тоже парно читаем. Ну а ты сейчас знаешь, в какой фазе? Ты готовишься к рывку. Но это не просто какая-то там подготовка, да, а такая вот нервная, взвинченная, когда вот все планы строятся на каком-то шатком основании. Энергии у тебя полно, энтузиазма у тебя много. Ты прям хочешь всего и сразу, но вот четкого понимания, как это реализовать, у тебя нет. Сейчас, знаешь, у тебя время таких вот новых идей, быстрых решений, импульсивных действий. Ты за все подряд хватаешься, потому что тебе кажется, что вот или сейчас, или никогда. Но в этой суете потерять контроль очень легко. Глупостей наделать очень много. Понимаешь, потом же расхлебывать придется. И сейчас важно тебе не упустить момент. Но и сорваться с катушек тоже нельзя. В общем, ты сейчас на пороге стоишь перемен, но пока еще ты не готова к ним окончательно. И вот сейчас как раз тот период, когда все может измениться в любой момент. Поэтому нужно быть готовой ко всему. Пробовать новое не бойся, но знаешь как, о здравом смысле не забывай. То есть пробовать новое, но не все подряд. Сейчас для тебя важно вот уметь быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, потому что ситуации будут развиваться очень-очень быстро. И все это время ты будешь чувствовать прилив сил, прилив вдохновения, но одновременно с этим тревога и неуверенность будет. Поэтому нужно научиться доверять своей интуиции и принимать решения, вот не боясь ошибиться, и голову включать. Ошибешься, да, ошибешься, но ошибки это же тоже опыт, который поможет тебе стать сильней, мудрей. Вот ты сейчас на вот этом распутье. Так какую главу своей жизни ты скоро откроешь? Ну тут понятно. Скоро у тебя возможность будет вот четко свои цели понять и начать строить что-то действительно стоящее и долгосрочное. И это будет связано с работой. Но не с поиском там новой должности или там повышением зарплаты. Это будет создание чего-то нового, своего, понимаешь? Что принесет тебе не только денежки, да, но и моральное удовлетворение. Свои знания ты будешь вкладывать в это дело, умение, там, талант. И это дело свое новое ты действительно будешь любить. И это 100% тебе плоды принесет. Но, знаешь, здесь важно понимать, что это потребует усилий, это потребует дохрена, извини меня за выражение, терпения, настойчивости и так далее. Не жди, что тебе голубой волшебник на золотом вертолете все тебе принесет, и у тебя все сразу получится. Нет. Трудностей будет до жопы, извини меня за выражение. Много неудач будет, много разочарований. Но знаешь, что самое важное? Важно не сдаваться и продолжать вперед двигаться, даже когда кажется, что сил больше нет. Нет сил, ложишься и ползешь в сторону цели. Не можешь ползти, лежи в сторону своей цели. Сейчас, знаешь, это будет время такое практической реализации твоих планов. То есть это будет время упорной работы, труда огромного. Ты будешь учиться новому, ты будешь свои навыки совершенствовать. И, конечно же,
что немаловажно, получать удовольствие от процесса, а не от достижения цели. В общем, глава новой жизни — это постройка нового фундамента, который тебе обеспечит вот стабильность и уверенность в будущем. Но не жди, что вот в этом году ты построишь этот фундамент и будешь жить-поживать и добра наживать. Нет. Будешь пахать, как лошадь, извини меня за выражение. Этот фундамент нужно будет постоянно укреплять и поддерживать, чтобы он не разрушился со временем. То есть новая глава — это время ответственности, когда вот от твоих действий будет зависеть твое будущее, понимаешь? Какой совет тебе наставник нужен? То есть тебе нужен такой человек, который дельный совет сможет дать, в трудную минуту поддержать, понимаешь? Но это не значит, что нужно искать кого-то там со стороны. Нет, он уже есть рядом с тобой, понимаешь? Он подскажет тебе там правильное решение, но вот самое важное, вы ошибаетесь в наставнике. Например, ты решила там, ну, давай примеры, да, делать свое ателье, там, платье и так далее. Значит, наставник нужен именно в этой сфере. Тот, который вот это, как говорится, ателье уже построил. Понимаешь? Никаких вот этих вот, как сказать, вот. То есть не бери таролога наставником, если ты собралась делать платье. То есть это разные сферы, понимаешь, да? И обязательно о своем здоровье и о внешности заботься. Как бы это странно ни звучало. То есть для тебя важно создать вот уютную атмосферу рядом с собой. Понимаешь? Потому что так ты не перегоришь. Я знаю, что тебе кажется, что это не взаимосвязано. Там, например, как сказать эти-то ногти, я забыл. Например, там маникюр красивый, да, и делание твоих платьев. У тебя связи ты не видишь. Но девочки, а ты именно девочка, при красивом маникюре лучше работают. Ну, когда настроение хорошее. Поэтому заботься о своем настроении, чтобы оно было хорошее, и, соответственно, не сдавайся. Короче, будь сильной, будь мудрой и будь красивой. Даже ногти, этот маникюр. Понимаешь? И живи полной жизнью, наслаждайся каждым моментом. Потому что при плохом настроении, ну, какие, грубо говоря, платья ты сделаешь? Так ведь? Когда настроение хорошее, дела идут в гору, независимо какие. Поэтому о себе не забывай ни в коем случае. Ну а что, мне тут больше нечего сказать. Давайте перейдем к третьему варианту. Ну, троечек тут трактовать даже не нужно. Так, у нас первые две карты — это сигнификация, чтобы понять, для тебя это расклад или нет. Остальные парно читаем. Первые две карты — это в каком периоде жизни ты сейчас находишься. И у тебя такой этап сейчас, знаешь, ты всего достигла, чего ты хотела на данный момент. Ты, как говорила, обошла круг, завершила большой цикл, и все сложилось, как тебе надо. Но знаешь что? Это не праздник. Это, знаешь, скорее как вот состояние внутренней опустошенности. Ты цели добилась, но эта цель оказалась не такой уж и важной, как тебе раньше казалось. И сейчас у тебя не радость, а вот усталость от достижений. Как будто вот все соки из себя выжила. И тебе кажется, что дальше уже идти некуда. Все уже, как говорится, пройдено, увидено, ничем не удивишь.
И вот как раз сейчас время подведения итогов. Но итоги эти горькие. Ты видишь, что ты много сил потратил на то, что, не принесло тебе истинного удовлетворения. Поэтому сейчас ты вот от мира отстраняешься, закрываешься в себе, избегаешь новых своих начинаний. Знаешь, сейчас тебе время нужно, чтобы переосмыслить все. То есть понять, чего ты действительно хочешь. И найти новые ориентиры. Никаких закрываний. Смотри, я за тобой слежу. Если что, крапива еще растет. Знаешь, сейчас не пытайся ничего форсировать. Просто дай себе возможность побыть одной, залечить вот эти душевные раны, там силы восстановить. И вот эта пауза, она необходима, знаешь, тебе для чего? Чтобы новую главу жизни своей начать. С новыми силами, с новыми целями, с новой тобой и с новым тобой пиратом. Все, что ты сейчас чувствуешь, вот это все усталость, апатию, вот эту прочую ерунду, это нормально. Это естественная реакция на завершение огромного большого цикла. Этой пустоты не бойся, она временная. Скоро она заполнится новым смыслом. Ты какую главу своей жизни ты откроешь-то? Знаешь, тут трактовать не нужно. Темные стороны твоей натуры, ты прямо с ними столкнешься. Ты будешь очарована запретным. Вот как тебе сказать, вот чтобы подбирая слова. То есть ты будешь соблазнена всем подряд. Иллюзиями, ложными ценностями, мудаками-мужчинами. Тебе захочется вырваться из привычных рамок, бросить все к черту и начать жизнь, как говорится, по своим правилам. Но это будет опасный путь, где много искушений, разочарований. Ты поняла, да? Мужик приходит, компот уходит, а ты плачешь. Ты будешь чувствовать себя связанной цепями, зависимой от своих вот этих страстей, желаний. Тебе захочется, конечно, еще власти над другими людьми, контроля огромного над всем подряд. Но эта власть, она будет иллюзорной, а контроль будет деструктивным. Короче, ты знаешь, ты угодишь в эту трясину самообмана, где будешь искать удовольствие в мелких грешках. И, конечно, в этих порочных привычках. Это будет, знаешь, время отчаяния и безысходности, когда ты потеряешь веру в себя, в свои силы, но не бойся. Вот это испытание, оно тебе необходимо для того, чтобы осознать свою истинную сущность и избавиться от вот этих внутренних демонов. Тебе нужно будет пройти через боль, через страдания, чтобы понять, что настоящая свобода — это освобождение от своих собственных пороков. То есть это будет период такой разрушение старых иллюзий, построение новой реальности на основе честности и самопознания. Ты бросишь все, но не для того, чтобы себя потерять, а для того, чтобы найти новую себя, понимаешь? Совет какой? Нужно действовать. Какой тут совет еще можно трактовать? Не сиди сложа руки и не жди, пока все там само собой решится. Инициативу в свои руки берешь, рисковать не боишься, пробовать новое не боишься, но с головой. Понимаешь? Вот сейчас для тебя самое время такое для смелых поступков, для дерзких планов. У тебя есть все возможности для того, чтобы успеха добиться, но ты должна сама этого захотеть. Не жди там одобрения от меня, со стороны. Верь в себя, только не в меня. И в свою интуицию верь. Тебе, знаешь, нужно быть открытой новым знаниям, новому опыту. И не бойся учиться у других людей. Но при этом всегда самое важное — свою индивидуальность сохраняй. Не копируй никого. И никому не позволяй навязывать тебе свое мнение. Понимаешь?
Ты там будь щедрый, доброжелательный к окружающим, но при этом помни о своих интересах. Ты должна уметь баланс находить между своими потребностями и потребностями других людей, которые тебя окружают. Свои чувства и эмоции не бойся проявлять, но делай это тактично, уважительно, я бы сказал. Понимаешь? Тебе нужно быть внимательным там, к своим внутренним ощущениям, следовать за своей мечтой, а не за чужой. И все свои страхи открываешь форточку и посылаешь их во все, как говорится, горло, не позволяя им сковывать тебя. Верь в себя, потому что у тебя все получится, у тебя 100% все получится. Вот только дорога сложная, понимаешь? Ты творческая личность прям с огромным потенциалом, поэтому используй свои таланты во благо себе, понимаешь? И делай, конечно же, первый шаг. Дальше все самой пойдет. И всегда, конечно же, помнишь, что я с тобой рядом.